открывается дверь, и я такая, какая большая Москва. Просто такое, ну, как бы ощущение какого-то масштаба, и что очень-очень большое. И я такая, вау. Я всегда мечтала быть актрисой. Я очень хотела поступить в театральный вуз в Сербии. А потом в один замечательный день к нам приходят ребята из российского посольства и говорят, есть такая возможность учиться в России бесплатно. Думаю, ну а чего там? Я так еще немножко пацанка была такая. А что там у вас? Есть актерская школа? Она говорит, ну конечно, как бы, ну вы изучите, посмотрите. Я решила, что да, блин, надо как-то найти и как-то попробовать. Январь 2017 года, первая моя поездка в Рождество. Я помню, что в Сербии в этот момент было 9 градусов тепла, а в Москве минус 29. И это было просто невероятно. Но я так была счастлива, что я не чувствовала холод вообще. У меня там были пригласительные билеты, и я не забуду никогда это ощущение. Я захожу, я сразу почувствовала, что я не хочу обратно в Белград. То есть я не хочу там идти играть в театре, потому что тут мне так понравилось, оно такое какое-то, я не знаю, как бы прям вот дышится им, как-то очень здорово. Еще я сидела на самом последнем ряду, билетаже, и там практически ничего не видно, а как бы оттуда, но оно так чувствуется. Я посмотрела 2 спектакля. Так случилось, что это действительно в этот момент, 2017 год, это были самые выдающиеся спектакли вот Вахтанговского театра. Это я потом только узнала. Но я их смотрела, и я была в полном восторге, вот правда, от масштаба. Вот какое-то слово такое про Москву, про Россию, что меня зацепило, это масштаб. Вот уровень культуры, то есть уровень, насколько на самом деле дается возможностей для искусства. Потому что, ну, к сожалению, такого тогда в Сербии не было. Я точно хочу вернуться в Москву и учиться там. То есть я прям решила. Я пошла сразу же на завтрашний день после первого спектакля в Щукинское училище. Вот. И это мой педагог, художественный руководитель курса, женщина, которая дала мне возможность здесь находиться, Нина Игоревна Дворжацкая. Говорят, Щукинское братство. Вот я его как-то, не знаю, сразу почувствовала. Есть какое-то ощущение семьи, которое мне было необходимо, чтобы выжить. И когда я приходила сюда, оно как-то греет. Я поняла, что больше нигде, только там. Вообще не знала русского, вообще. Но я все-таки была в русском классе, в филологической гимназии. Я была в той группе, которая русский язык не очень изучала. Ну, как бы, скажем так, я больше сосредоточилась на русской литературе, нежели на языке. Я тогда, на самом деле, думала, что я знаю русский. То есть я думала, господи, а что это? Практически то же самое, как сербский, ну, чуть-чуть там и ая, и это, ну, как все сербы, собственно, думают. Мне надо было сдать вступительные экзамены, то есть устно сдать русский язык, доказать, что я говорю на русском. Я действительно многое понимала, но говорить я вообще не могла. То есть это было прям ужасно. И вот приходит момент, когда мне уже нужно сдать экзамены. Это через 5 дней. Я за 5 дней, конечно же, не выучу русский язык, а выучив 4 фразы на русском. Я болею. У меня голос сел. Прихожу, значит, я к этой женщине. Она говорит, Тина, здравствуйте. И она мне говорит все на русском. И я, ну, правда, вот из контекста могу уловить, я понимаю, про что она меня спрашивает. Ну, как бы она говорит, вот, эти ваши бумаги дайте. Я даю. Она говорит, интересно, Щука, вы там были? Вы были в России? Расскажите, как там? Я такая, я болею. У меня голос сел. Она говорит, ну, Тина, ну, вам надо устно сдать. Ну, а как? И даю ей бумагу.
Это как бы свидетельство, что я закончила филологическую гимназию, класс русский. Естественно, что никто не знает, что я там. Но, короче, прикол в том, что у меня там написано 5. Я ей говорю, вот. Она такая, точно. Ну да, вы же русский класс, русский язык. Ну, по русскому языку у вас 5, но вы же не можете не говорить. Я такая, конечно, я не могу не говорить на русском. Ну и вот. Я отсюда вот так шла, а вот эта улица была полна народу. Тут было очень много человек, я не знаю сколько, но вообще в Щуку поступает где-то около 6 тысяч. И я начала читать очень плохо по-русски программу. Это был Лермонтов. «И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевная невзгода», и так далее, и так далее. Вот. И они так все на меня так посмотрели и такие... А может быть, вы что-то на сербском, на своем? Я такая, ой, хвала Богу, давайте. Там очень много туров, и тут я, значит, стояла, глагол существительное, потом вышла девушка и сказала, Стрелкович Тина, пусть зайдет. Я такая, так, ладно. И, значит, я захожу, а тут сидят педагоги, их человек 10, наверное. И я так захожу и думаю, господи, как страшно, сейчас же надо будет говорить на русском, а я же не знаю, как говорить, господи. Значит, я зашла такая, да, я еще так, у меня такая улыбка сразу, зажим такой. И, значит, тут я стою, и они мне говорят, Тина, больше никуда не ходи, мы тебя берем. Тина, ты что, не рада? Не радуешься, что ли? Я думаю, да, что? Она такая, да, она не поняла, давайте на английском. Вообще у меня очень теплая семья и очень семейная обстановка дома. Такой большой любви живем все вместе, и это очень сложно было, когда я сказала. Вообще, когда я сказала, что я хочу уехать, папа со мной очень долго не говорил, потому что ему было очень обидно, почему она ей не нравится здесь. И подумали, что я от них уезжаю, а я на самом деле уезжала просто за мечтой. Гоги! Да! Папа, смотри! Вау! Это недавно построили, это называется Москва-Сити. Смотри, как красиво. Очень красиво. Мы не видели, вы не видели, да, не видели. Но в следующий раз, когда приедете... Поздрав за Руссию. Папа говорит, привет, России. Пока-пока. Ой, боже, не могу, я так по ним скучаю. Все хорошо, просто я их очень люблю. Ну нет, вот это, что медведь-балалайка, это, конечно, ерунда. У нас в Сербии, как бы, такого стереотипа нет. Я как-то жила и не думала о том, как там будет в России. То есть я как-то, да, оно будет. И я так рада, что на самом деле все так, потому что я когда приехала, оно у меня как волной просто. Я вообще человек, который любит открывать новые горизонты и осваивать. Извини, я вообще первый раз. Руки у тебя должны быть прямые всегда, плечи сзади. Я обязательно справлюсь. Я обязательно... Я должна справиться. Ну что ты, красотка? Да,
В общежитии вообще мы познакомились, когда мы узнали, что нас заселили в одну комнату. Тина мне звонит через каких-то, наших знакомых, она говорит: я с тобой живу, я, Тина, с тобой живу. Я такая думаю: о, будет весело. Тяжело было именно со словами. То есть есть такие слова, например, вредни по-сербски, значит трудолюбивый. А здесь означает совершенно другое. Когда я прошла один раз, я говорю, мы говорим с педагогом, я говорю: как это хорошо, вы такая вредная. Рассказывай, как сын, как Федя, или как там Федор, как его звали, Федор? Я забыла. Муж твой. 0. Так что пришлось. Вот через 3 месяца где-то я уже думала на русском. И жизнь хороша. И жить хорошо. В Москве вообще все очень удобно и доступно, что касается транспорта. То есть метро, которое очень красивое еще. Да, там еще мне нравится, когда оно тематическое метро, и там разные всякие вот эти вагоны, это очень красиво. И транспорт, там, да, автобусы, они очень тоже быстро ходят. Все какие-то изменения, которые я вижу, они культурные. То есть, как бы там в театре, в кино. Я просто человек, который больше всего вот в этих всех сферах. Все очень быстро, все очень торопится, все очень как бы заняты своим делом. И как бы я очень долго не могла как бы понять, почему все так бегут. Потом я сама начала бежать, потом, ой, господи, понятно все, почему все так. Вот. А потом в один момент я поехала, первая моя поездка, это был Ярославль. Я помню, я вышла из поезда, села в такси, и мне говорит таксист: ну что вы, куда? Я говорю: вот я в отель, вот мне туда. Он говорит: ага, хорошо. Говорит: ну что, откуда приехали? Я говорю: из Москвы. А, я москвичка. Я говорю: нет. Я говорю: я из Сербии. Он говорит: а, так вы в Ярославле были? Я говорю: нет, не была. Он говорит: ну поехали, я вам покажу город. Я думаю: господи, как странно. Он хочет мне показать город, наверное, какой-то опасный человек. Круто, что, что он просто захотел показать мне город. То есть таксист, который должен там зарабатывать деньги, у него наверняка семья есть, которую он кормит и так далее, тратит свое время на то, чтобы мне, иностранке, которую он первый раз видит в своей жизни, показал город. И он так про него рассказывал, что, мне кажется, я только тогда поняла и до конца увидела, вот, что такое русский человек. Когда есть желание, любовь и вот такая душа, мне кажется, все возможно. Мы будем сейчас готовить плескавицу. Это такое, традиционное сербское блюдо, точнее мясо. Оно состоит из говядины и свинины одновременно. Самое главное – это сделать фарш самостоятельно и хорошо его вмешать. В Сербии плескавицу обожают, едят ее ежедневно. Вообще она везде, на каждом углу. Вот повернешь, вот плескавица, вот повернешь, вот еще одна плескавица. Меня отвели в вареничную, там русская кухня, ты должна это попробовать. Я такая: ну давайте. И вот я первый раз попробовала пельмени. Так можно. Люблю пельмени. Ну что сказать, приятно. Когда случился карантин, так получилось, что родители не могли отправить денег. И тут я вижу в интернете женщина-сербка. Вот женщина объявляет публикацию: всем сербским студентам отправляю еду. Пожалуйста, позвоните на этот номер. Сейчас сложная ситуация. Я очень долго не могла ей написать. Все, уже невозможно было. И я, ей написала. Она говорит: да, конечно, адрес присылайте. Ранка. Девойтица najljepša, najdraža, любимая моя. Добро пожаловать, как всегда. Как маме. Как своей маме, да? Да. Вы моя здесь, мамочка. Вторая мама. Вот это так называют, да? Да, вторая мама в России. Но представляете, вторая мама сербка в России. Вот это вот. Но так как я получила гражданство, можешь считать, что я русская мама. Мы в Сербии очень любим русских. То есть это прям, братский народ. Мы прям, нельзя же мы такие православные братья, вот так друг друга называем. Очень любим. Всех русских объединяет вот это, понятие, которое
ну как, душа русская. То есть она чувствуется. Россия сильная страна. Любая сильная страна и сильные люди тоже, да. Вот есть, ты видишь, сильный человек. Есть у него проблемы, да, большие из-за того, что он вот такой сильный. Это, мне кажется, ну, норма. То есть это... Оно так и будет. Не бывает сильного и легкого. Не бывает, вот когда что-то имеет какую-то ценность, масштаб и силу, оно подразумевает какие-то там, да, разные отношения к себе. Но я вот тоже, я могу сказать, когда есть успешный артист, не все его любят. Да, завидуют. Конечно, у России такая культура, такая история. У меня очень много друзей из Франции, из Германии, из Англии здесь, которые живут в России, очень любят Россию. И они как бы, да, говорят, что там народ, ну народ, простой народ, вообще все очень любят и все очень как бы заинтересованы. Если пантомимой объяснять, то ну, как бы у Запада есть какая-то вот такая мужское какое-то начало, вот это какое-то воинствующее какое-то, да, как бы, как бы, которое любит. А вот у России я так чувствую, что она какая-то, ну, я не знаю, объединяющая, как какая-то мама. Россия женщина, и Сербия тоже женщина. И сразу после окончания так получилось, что у меня было очень много работы. Я была в Ярославле, в Питере, в Выборге на фестивале, кинофестивале, в Крыму, в Ялте. Еще я была на Кавказе, как же я это не сказала-то? Я была в Кабардино-Балкарии, я была в Нальчике, я была на Эльбрусе. И это меня больше всего поражает, что Россия, как бы, она настолько большая и масштабная, и все, ну, как бы, и все разное в ней как-то соединяется. Круто, что так много разного может существовать в одном. Я на своем месте. Было вот это ощущение, что оно свое, что я все правильно сделала, потому что мне здесь на самом деле нравится очень. То есть я не хочу это менять ни на что другое. И оно... Это какая-то безумная любовь и вот желание, оно всегда мне давало силу, чтобы даже если сложно очень, я все равно шагала дальше и не боялась там, что меня как-то не поймут или я чужая. Мне всегда говорят: ой, да господи, какая ты иностранка, да своя. Я очень люблю Россию, я очень хочу здесь остаться, я очень хочу здесь работать. Я хочу, чтобы у меня здесь все было. Тина Стаилкович, исполнительница главной роли. Алис. Россия, я люблю тебя.